Дорогие друзья, всем привет! Это снова Тамара. Сейчас я иду на встречу с девушкой. Ее зовут Катерина. Я давно планировала с ней поговорить. Это девушка, которая переехала из Беларуси в Гданьск. И она здесь, в Гданьске, проводит занятия пилатесом на суше и на море также. На таком занятии на море я присутствовала, на море на Сапе. Это было круто, и даже я немного записала в одном из прошлых своих роликов. Посмотрите, ссылку оставлю. А сейчас мы с ней поговорим обо всем, о ее переезде, о том, как она себя чувствует, все ли она реализовала, что хотела, или не все, о ее мечтах, планах на будущее и о том, как ей здесь живется. Приятного просмотра! Готов? Нет. Катя не готова, а я готова, поэтому начинаем. Да. Наконец я дошла, как я уже говорила, до Катерины. Сейчас она про себя расскажет, что мы здесь делаем, где мы, чего мы ждем. Расскажи немножко. Почему мы здесь? Почему мы здесь? Потому что именно здесь я провожу свои занятия пилатесом. Это такое прекрасное пространство, открытое для всех, где не только можно заняться пилатесом, но также посетить другие занятия, языковые, музыкальные, то есть на любой вкус, цвет, скажем так, возраст, от детских до взрослых. Это центр, такое объединение белорусов. Это некоммерческая организация. Когда-то она меня первая приютила, скажем так, в этом городе именно по специальности пилатеса. И за что я чрезмерно этому пространству благодарна. И продолжаю здесь жить, работать, быть. И мне тут очень нравится. Я надеюсь, что и моим подопечным, и тебе сегодня тоже здесь понравится. Мы для вас с Тамарой приготовили небольшую порцию пользы. В конце этого видео вас ждет небольшой тест на оценку состояния вашей дыхательной системы. Буквально 1 минутка. Пожалуйста, потратьте ее и посмотрите ролик до конца. Так что досмотрите до конца и протестируйте себя. Почему пилатес? Почему пилатес? Ты приехала, ты уже и ранее занималась пилатесом, либо это какое-то или что-то история. Да, я ранее новое? Я с пилатесом занимаюсь уже лет 12. Я к нему пришла как к такой восстановительной системе после беременности, родов. Но тоже совершенно, скажем так, случайно. Я была в поиске, скажем так, себя в декретном периоде. Началось физическое восстановление после родов. Я искала свое направление, своего тренера. И как-то так по крупицам вышло, что как раз-таки я ходила на другое направление. И мой тогдашний тренер мне сказал, почему бы тебе самой не попробовать? И начала искать. Начала искать, как идти к своей, так сказать, мечте, своей цели. Нашла курсы. Каким-то невероятным способом устроилась сразу, еще находясь в декрете, в, скажем так, клуб нашего города, Гродно. Я из Гродно, из Беларуси. Об этом мы позже поговорим. Да, почему ты теперь здесь? Это история такая не для, скажем так, не на один час. Да, не для слабонервных, поэтому начнем с приятного. Потом я очень долгое время работала в другом клубе, меня позвали, и как-то просто так и сложилось, причем, скажем так, я совмещала, то есть после декрета я вышла на основную работу, я инженер-энергетик по образованию, и совмещала лет 8, то есть я совмещала работу, скажем так, а-ля офисную, да, и пилатес, поэтому не понаслышке знаю о проблемах тех, кто, скажем так, долго сидит по роду службы и хочется подвигаться. И пилатес – это вообще такой антидот как раз-таки для тех, кто работает долго с компьютером, вообще в течение дня находится долго в одном статическом положении, либо сидя, либо стоя. Это прекрасная система для того, чтобы оздоровить свое тело и душу в том числе, потому что наше тело и разум связаны, и как раз-таки эта система помогает нам достичь такой гармонии, что ли, внутри себя, погрузиться в свои ощущения, лучше себя слышать и почувствовать, что наше тело – это наш дом. И когда ты чувствуешь, слышишь себя, то тебе легче слышать и других людей. Это исходит из этого. Скажи, пожалуйста, клиентов здесь у тебя много уже? Ты знаешь, учитывая мой, скажем так, мой опыт в том плане, что я работала в найме и не искала, скажем так, клиентов, все опять же получилось как-то, как говорится, дорога вела, я постаралась быть чуткой. Я нашла это место, мы организовали пробное занятие, сразу группа собралась. Есть планы с сентября открыть вторую группу именно уже на польском языке. Вы знаете, куда идти на пилатес. Прекрасная девушка ждет вас. До сих пор я, конечно, переживаю за счет акцента, того, что я там неправильно где-то что-то употребляю, потому что, конечно, это есть. Но очень благодарна своим клиенткам, потому что именно в начале пути их слова, их такое ободрение никто, знаете, не сказал мне. Хотя я понимаю, что это не было там прям прекрасно, но их похвала именно в конце занятия, что
вы там чудесно говорите для такого, скажем так, времени пребывания в Польше, вообще все прекрасно, я прям, ну, это, как сказать, дает силы продолжать дальше. То есть сколько ты уже в Польше? 2 года. 2 года, и ты уже прям хорошо говоришь, получается. Ну, в рамках занятий, я не знаю. Да я плохо говорю. Опять же, знаешь, все бывает по-разному. Бывает, ты растеряешься, бывает, ты что-то, там, не знаю, со временем тебе приходят эти слова уже, когда диалог закончился, а твоя голова продолжает, да, тебе подбрасывать идеи. Но, в принципе, как бы в рамках занятий, конечно, я готовлюсь, там каждый раз что-то выписываю, в рамках изучения там мышц тела, то, ну, не скажу, что я прям супер довольна своим уровнем, я продолжаю заниматься, я прям с самого начала подсела, скажем так, на занятия. Вот, мы с мужем сначала купили курс с 0 до 2, потом параллельно этому я установила приложение в телефоне, но они все такие англо-польские, поэтому одно я уже закончила, второе вот уже заканчиваю, так сказать, но как бы по чуть-чуть, то есть это вот мой подход, искусство маленьких шагов, регулярно, ну да, чуть-чуть. Это самый действенный способ. Сначала не замечаешь, что ты прогрессируешь, или тебе кажется, что ты топчешься на одном месте, а потом вот какой-то прекрасный момент ты понимаешь, хоп, и там, не знаю, я могу смотреть фильмы на польском, и я уже там не перевожу в голове, или я уже сам все понимаю, кто бы мне там что ни сказал, даже если какие-то слова не совсем знакомы, ты там где-то по смыслу уже, так сказать. А скажи, а муж у тебя на том же уровне, что и ты, или как у нас с Настей? У мужа есть польские корни, и ему дается легче, я прям это вижу. Просто что, скажем так, сколько я усилий прикладываю и сколько он, а уровень у нас примерно, мне кажется, одинаковый, скажем так. Поэтому вообще по моим, так сказать, наблюдениям, это не научные данные. Классно, да. Те люди, кто хорошо говорит на украинском, белорусском, например, у него бабушка говорила на таком, ну, говорит на таком как бы диалекте, я бы сказала, польском, потому что первые годы нашего супружества я ее, так сказать, не совсем понимала, да. То есть я думаю, что у него есть просто такая хорошая наслышанность еще, и он все лето проводил с ней, и так бы, конечно, это дает свои результаты. Потому что у меня все намного хуже. Ты знаешь, я тоже в детстве смотрела, я вот жила в Гродно, это, так сказать, приграничная зона, и у нас были фильмы, мультики на польском. То есть, то есть какая-то наслышанность есть, но я не могу сказать, что я прям богиня. Богиня. Да. Ну, скажем так, не самый худший вариант, но и для себя я думаю, что могла бы, конечно, и лучше, но я над этим работаю. А скажи, вот есть отличия в твоих занятиях в Беларуси и вот здесь? Или ничем не отличается в эмиграции здесь идти, занятия пилатесом? Ты имеешь в виду по наполненности занятий? Ну да, наверное. Потому что как-то, не знаю, вот по твоим ощущениям. Ну, мне кажется, да, занятия немножко отличаются, потому что мы, опять же, сходим из своего сегодняшнего опыта, из обучения, ты что-то открываешь новое сейчас, как-то вот, скажем так, фасциальный мир фасции идет вперед, и уже такое более глубинное понимание своего тела, немножко по-другому выстраиваю, скажем так, программы, переходы от одного там упражнения в другое меняются. А девочки отличаются как-то чем-то? Там, здесь или нет? Ну, скажем так, у меня прям нету такого, вот мой клиент, это вот четкие критерии возраста, не знаю, какого-то финансового положения и так далее. Просто мне кажется, что пилатесом тоже занимаются определенные люди, то есть это не все подряд. Знаешь, кто-то приходит в пилатес после травмы, например, да, то есть кто-то приходит после, вот, и опять же такая история есть в моем опыте, после операции, после длительного восстановления. Кто-то приходит после сидячей работы от того, что беспокоит спина, там хочется выровнять осанку, или просто хочется активно себя, так сказать, хорошо чувствовать и в повседневной жизни иметь возможность заниматься всем, чем ты хочешь, не ограничиваясь своим самочувствием. Вот, поэтому пути разные, и кто-то совмещает. То есть есть у меня, скажем так, люди, кто играет в теннис и приходит на пилатес, кто ездит на сапах, да, то есть тренирует, как Настя, на сапах и приходит в пилатес. То есть... А как пришла эта идея про сапы, про пилатес? Опять же, это все путь, это дорога. Она тебе пришла эта идея? Мы познакомились с Настей на сапах, как, наверное, и вы, да, с Настей. Да, прошлым летом, как и все, да, с Настей на сапах. Вот. И потом мы, скажем так, каждая с ней встреча, это для меня какой-то новый опыт. Мы с ней как-то встретились, по-моему, это было зимой, и пошли на море прогуляться, собирая янтарь. С сапами? Нет, без сапов, собирая янтарь. И как-то вот, просто разговорились, оказалось, что мы с Гродно, в смысле, что одного города, причем прям недалеко друг от друга когда-то жили. Так интересно, что познакомились здесь, стоя на досках. Ну, такое вот, такие вот игры судьбы.
Вот, и как-то она мне предложила, и я, так сказать, приняла этот То вызов. есть это ее была идея, да? Да, то есть она говорит, не хотела попробовать. По субботам, да, каждую субботу проводить будет, так сказать, 2 разновидности занятий. Первое – это такое утреннее просто пилатес на сапах, а второе – это пилатес, совмещенный на сапах, плюс прогулка. То есть вот это можно, прикольно. да, Я выбрать свой вариант, приходи, пожалуйста. Да, спасибо, что ты уже была на нашем первом занятии, поддержала мне нас. понравилось, как я вообще, как герой, да, после дня рождения. Вообще, да. Как я дошла, как я сейчас стала. Я просто понимала, что как-то некрасиво отказываться, но раз я уже писала эту конечно, историю. да, было тяжело встать. Как тебе здесь живется? Прижилась ли ты за 2 года? Мне очень нравится этот город. Я здесь, скажем так, была до этого, да, но в отпуске. И, опять же, опережая события, у нас запланирован отпуск сюда на неделю. И вот так получилось, что мы остались. Неделя затянулась на 2 года. Пока мы доехали, осталось 5 дней, да, и неделя затянулась на 2 года уже. Да, то есть такая Ты планируешь возвращаться? история. Ты знаешь, я сейчас стараюсь вообще не так сказать, не осматриваться назад, потому что первый год был очень достаточно сложный в плане планирования, потому что мы так очень краткосрочно планировали. Сейчас я стараюсь просто жить, наслаждаться, развиваться и ценить то, что есть, потому что на самом деле мы часто, знаешь, так бывает, то, чего нам не хватает, кажется нам самым важным в жизни, но посмотрев шире на это все, ты понимаешь, что не так мало у нас есть. Я думаю, пилатес помогает, да? Да, это мой психолог такой личный, потому что я всегда знаю, что в каком бы состоянии, я, конечно, бываю в разных состояниях, заходя на коврик, я знаю, что сойду я точно в лучшем настроении, самочувствии и взгляде на мир. Переезд был абсолютно не запланирован, то есть не было ни знания языка, ни вообще понимания, как обустраивать свой быт дальше, с чего начинать. Не было ни работы ни у меня, ни у мужа, то есть мы просто, вот так сказать, как вышли в магазин за хлебом, в таком вот состоянии все осталось у нас в Беларуси, да, так вот. Мы приехали, и, наверное, вот как раз-таки в состоянии шока мы, так сказать, первый год прожили, и, так сказать, достаточно неплохо в том плане, что, мне кажется, что справились. Вот. Но, конечно, хорошо, что вместе, и поддержка близких, конечно, тут тоже сыграла большую роль. Вот. А ребенок у тебя? Да, у меня дочка. Ей сейчас 12 лет, когда она 12 лет, когда она переехала, получается, ей было 10. Но так вышло, опять же, по иронии судьбы, я такой человек-интуит, потому что она у нас единственная была относительно приготовленная в том плане, что она училась в Беларуси в польской школе и знала язык, хотя бы умела писать, читать, не сказать, что она прям идеально владеет, но все равно это большое дело. И вообще хочу сказать, что вот даже польская школа в Гродно и польская школа здесь, но мы живем за городом, они похожи по своему устройству. То есть это такая какая-то камерность, немножко другое устройство, чем обычных школ, и они как бы такие созвучны друг с другом. Поэтому еще нам опять же очень повезло, что в классе была девочка-белоруска, которая здесь с 1 класса учится, и она прям взяла шефство над моей Никой. Ника зовут мою дочку. И первое время она просто как хвостиком за ней ходила, все показывала. Но чему я очень рада, что вот уже 2 года отучившись, она, кстати говоря, мы еще по незнанию отправили ее после 4 класса белорусского в 5-й польский. Хотя, по идее, должны были оставить 4-й, потому что, да. Но мы этого всего не знали и поняли, что что-то идет не так. Только когда я была на работе, помню, она мне звонит, говорит: мама, тут я делаю математику, тут какие-то циферки сверху маленькие. Что это такое? Это, оказывается, степени, они этого не проходили. Но она справилась, и вот с 1 года заканчивает червоным паским. Поздравляю. И в этом году как бы еще выше результат. Поэтому, но что меня больше всего радует, что у нее появились польские подруги, прям вот из класса, с которыми они там вместе празднуют дни рождения, даже уже ходили друг к другу на ночевки. Но это мне очень приятно, и рада, что ее так вот впустили в этот мир, что она себя чувствует достаточно комфортно. У тебя появились польские подруги? У друзей вообще, мне кажется, самое болезненное вот в плане моего переезда, потому что наш круг общения, конечно, в основном это белорусы, либо русскоговорящие люди из польского окружения, это только в основном по работе, но вот опять же клиентки в клубе, но с кем-то уже так чуть больше ты общаешься, это тоже радует, что ты, так сказать, понимаешь, да, и можешь немножко поддержать беседу, потому что я понимаю, что с меня собеседник достаточно, скажем так, да. Да-да, нет, классно. И широкая улыбка, да? Все спасает, коммуникация, да. Вот. Но в плане друзей, конечно, здесь мы просто встречаем каких-то потрясающих
людей, которые вот каждая встреча с самого приезда, это прям какая-то подарок судьбы, потому что каждый человек пытался помочь словом, делом, не знаю, какие-то контакты подбрасывал нужные, там, в нужный момент, с работой помогали. Ну, то есть это просто потрясающе. Тут живут невероятные белорусы. Невероятные белорусы. Привет. Вот. А в плане друзей, конечно, вот для меня это самая болезненная тема за время переезда, потому что я так достаточно, ну, честно говоря, закрытый человек. У меня много, может быть, знакомых, но именно таких вот людей, которых я могу назвать друзьями, их очень мало. Если до переезда их можно было посчитать, ну, им хватало места на 2 руках, то сейчас это место одной руки, и есть вакансии, вакантные пальцы есть, и это как бы, ну, тяжело переживать. Это вот момент, хотя ты понимаешь, что за это время, ну, наверное, иммиграция, она очень меняет людей, ну, учитывая наш опыт, мы просто такие ошпаренные, да, то есть переехали. Мне кажется, что я 2 года назад и сейчас, ну, сильная разница. Вообще для меня, наверное, вот иммиграция — это такое меньше значит больше. То есть про все в жизни, начиная банально от того, что, да, мы переехали с одним чемоданом на 3, да, начиная с этого момента, да, что оказывается, что настолько лишнего было, да, то есть и осталось. Вот. И касаясь всего в жизни, что можно, в принципе, столько внимания уделялось раньше мне. Не тем вещам, которым, наверное, стоило уделять. А скажи мне, то есть получается, что какая-то часть друзей отвалилась? Или как? С кем-то просто, скажем так, ну вот потерялся контакт. Есть даже, ну, скажем, такие моменты, что вообще после нашего переезда мы больше даже не созванивались. Ну, как бы, по разным причинам. Да? Не поняли. По разным причинам. С кем-то я пыталась, скажем так, наладить контакт. Ну, кто-то сам, скажем так, отвалился, с кем-то такие остались приятельские отношения. Но вот именно таких близких очень мало, поэтому они очень, очень ценны. Да. Но здесь ты находишь, да, какие-то уже... Кто-то появился, кого ты можешь назвать уже каким-то прям другом, или все-таки за 2 года пока еще нет? Ну вот 2 человека, да, я могу назвать. Ну вот 2 человека, это уже подругами. Победа. Это уже для меня это уже немало, потому что они тоже невероятные девчонки. Лиза, Аня. Привет. А Лиза, Аня точно будут смотреть это? Не знаю. Придется, наверное, им прислать ссылочку, чтобы они посмотрели. Да, ну отлично. Потому что когда я записывала ролик «Год в Польше», я жаловалась, что у меня еще вообще все с этим сложно, но вот когда уже 2, уже тоже уже есть пара-тройка классных девчонок. Какое у тебя сформировалось понятно, что подруг у тебя поляк нету, друзей поляков тоже пока нету. Какое-то сформировалось у тебя мнение о людях здесь? Ну, оно только, скажем так, в положительном ключе, потому что с кем бы я, так сказать, не сталкивалась, в принципе, я вот сейчас пытаюсь вспомнить что-нибудь эдакое, да, чтобы... Я не могу. Да, всегда это такие открытые люди, которые всегда стараются тебе, ну, помочь, если ты спрашиваешь, там, не знаю, дорогу, ну, что часто было в первое время, там, не могу найти какой-то дом, там, или еще что-нибудь, то есть всегда стараюсь... А чего-нибудь плохого не было? Помочь. Потому что кто-нибудь на тебя наорал, там, не знаю, сказал... Курва. Ты знаешь, я первый год ездила даже на машине с белорусскими номерами. Да, мне все говорили, ты что, тебя там колеса проткнут и все прочее. Но вот я хочу сказать, что за год, может, я глуха, не знаю, но ни разу не слышала в свой адрес, скажем так, какого-то ругательства. Единственный раз посигналили, из тех, что я помню, это «Ехал белорус». И мне потом рассказали девчонки, я просто была не в теме, что, оказывается, кто только переехал. Это такой внегласный, типа «Привет, я тоже здесь», да. То есть я сначала не поняла, думаю, ну, тут как-то не принято особо сигналить. Да, тут не принято. Тут если сигналить, ты такой думаешь, я что-то уже творю, совсем что-то не... Негативных моментов у тебя не было, да? Ну, я вот пытаюсь вспомнить, с того, ну, вот, иммигрантам это интересно, тем, кто планирует переезжать, это особо интересно, потому что когда я переезжала, у меня все спрашивали, а как ты здесь будешь, как здесь, а вот там тут будут тебя не любить, поляки не любят русских, там всякое разное. Ну, я прям такого открытого чего-то, честно, даже вот, ну, не могу сказать. Более того, кстати, про белорусские номера. Была такая история, вот я первые буквально заезды вот в эту сторону, еду я, естественно, по навигатору, и как раз каким-то чудом перекрыли прям вот тут недалеко, вот если ты ехала с дорогу,
А тут везде одностороннее движение, то есть я вообще такая думаю, боже, как проехать? А мне буквально вот один перекресток оставался, вот мне первый поворот направо, следующий мой. И стоит полиция, перекрыла дорогу. Ну, думаю, ну делать нечего. Я на своем ломаном польском подъезжаю, открываю окошко, на белорусских номерах дело было. Вот, и говорю, что такая ситуация, мне надо сюда, говорю, вот первый поворот. Он говорит, первый? Я говорю, первый. Он говорит, ладно, открывает мне этот, ну, так сказать, дорогу, и я вот проехала. Для меня это было просто такое, думаю, боже, какой милый полицейский. Да, не каждый человек, скажем так, ну, войдет в твою ситуацию и скажет, ну, паркуйся где хочешь, да. У нас такого нету. Да, то есть вот такая ситуация, скажем так, приятная была. Ну, и начиная со съема квартиры, мы, так сказать, в достаточно хороших отношениях с хозяйкой нашей квартиры, то тоже могу сказать только приятное о ней. А в каком районе ты живешь? Я живу за город, ну, около Гданьском, скажем так, районе. Это Прущ Гданьский, а место Ратманка называется. Нравится тебе там, да? Опять же, возвращаясь к этой теме, да, это тихое такое место. И, в принципе, когда нету пробок, то достаточно быстро можно добраться до центра. Но сейчас мы, скажем так, главное наше момент в том, что мы не переезжаем, что, конечно же, у Ники школа, еще 2 года, в школе она привязана, школа в пешей доступности, то есть муж работает сейчас в настоящий момент из дома, то есть я только вот единственная. А муж программист? Стал здесь, да. Да? Это тоже отдельная история. Значит, говорю, мы приехали абсолютно, так сказать, без работы. Мы успели тут поработать в такси. Я успела поработать в кафе, пошла практику в цветочном магазине. То есть я закрыла все свои студенческие гештальты, когда мне казалось, вот почему я это не попробовала? Почему я вот не побыла там? Где было сложнее всего из вот этих работ? Наверное, в цветочном, потому что я так хотела туда. И нашла прям такую фирму, которая думала прям остаться, скажем так. А меня вот, единственный момент, вот, кстати, про польский коллектив, вот он меня там, так сказать, подразочаровал. Вот этот момент было очень тяжело, прям считала дни до окончания практики. Но это опять же... человеческий фактор. Человеческий фактор, конечно. да. То есть это вот такой единственный момент, что как бы такая напряженная атмосфера в коллективе, и, конечно, это сказывается. В такси. Мы работали с мужем. Сначала он устроился. Тоже нам, так сказать, знакомый белорус нам помог устроиться. Борис, если ты смотришь, то большой тебе привет и спасибо, потому что просто как второй папа, скажем так, да, за руку нас все рассказал, настолько вот это для нас было прям ошеломительно. Это вот буквально первые дни были, которые вообще не знали, что делать, как искать квартиру, как искать работу. И вот как бы он прям рассказал, вот делайте то-то и то-то там, ну, то есть расписал все ходы, выходы. И, конечно, я сейчас вспоминаю, не знаю, как я на это решилась, честно говоря, не знаю города, там, дорог, но как-то решилась, и вот 3 месяца. Сложно было? Ну, стрессово в том плане, потому что ездишь по навигатору города, не знаешь, при этом тебе надо еще разговаривать иногда на польском, иногда на английском, ну, то есть твой мозг такой... Я вот 5 часов буквально выдерживала и прям ощущала, что я вот устаю. Клиенты? Ты знаешь, что вообще, да, у меня были случаи, когда у меня, например, там зависала навигация 2 раза. Ну, представляешь ситуацию, там месяц-два там в городе, как говорится, не знаю, куда ехать. Они такие, мы сейчас вам расскажем с вами. И вообще не было такого, типа, вы знаете, я заплатил деньги, вот как хотите, так и разруливайте эту ситуацию. То есть абсолютно нет. А некоторые, услышав нашу историю, там еще оставляли чаевые, что-то приятно. Узнали, как такие, боже, да, что как бывает в жизни, да. Ну, так вот, да. Кто-то мужу там предлагал даже работу, пытался, ну, вот из поляков куда-то еще устроить, ну, как бы вот. Ну да, все хотели помочь, как-то поучаствовать, да? Да, 3 месяца опыта, а мой супруг до сих пор вспоминает историю. То есть он говорит, это прям, ну, он когда-то, скажем так, тоже был такой гештальт попробовать эту тему, но в Беларуси было не того, у него была, скажем так, достаточно, ну, другая специальность, и было уже, так сказать, не по статусу таким ездить в такси, поэтому как-то так тоже он быстро, за что я ему благодарна, сориентировался, тоже мог сказать, залечь на диване, знаешь, и грустить по поводу своей загубленной карьеры и вообще там теплой жизни, поэтому, ну, можно было и так, конечно, поступить, но как-то вот собрались и... Ну, сейчас, получается, за 2 года вы так встали на ноги, да? Да, ну, как сказать, да. Ну, и горда им, что вот он сумел за это время открыть свое дело, переквалифицироваться, да, именно в программисты. Ну, конечно, путь не был легок, были разные ситуации. Ну, в эмиграции нет, наверное, легких путей. Да, легких путей, только когда тебе кажется, что вот ты делаешь это и это, мы работаем там, и тут так месяц прошел, и так
Все сначала начинает, потому что вот, ну, опять же, каждое, знаешь, в моменте ты воспринимаешь это как какую-то тяжелую ситуацию, а оглядываясь назад, ты смотришь, что это был, наоборот, такой небольшой такой легкий пинок для твоего развития, для принятия ответственности на себя и вот такого дальнейшего развития. Легкий вопрос. Любимое блюдо польское? Хочется сказать журок, первое, что пришло в голову. Но я, честно говоря, не так часто прям вот ем польские блюда. Если мне сама подача нравится. И не быть. Журока, вот Журок, да? Вот мякушки хлеба. Ну, вот. Ты прям как мой сын, он то же самое. Он сначала сказал пельмени, потом вспомнил журок. Вот как бы пироги тут больше, да, и пельмени от нашего... Как нам объяснили. Пироги или пельмени? Что это не совсем пироги пельмени. или пельмени? Я пельмени, я прям пельмени. Я пельмень. И я тоже. Мы их сами делаем. А сами дома делаете? Да. Класс. Вот так что приглашаю. Драники делаете? Муж делает иногда, да. А котлетки? Да. Да, говорю, у нас то же самое. Все есть, все присутствует, все едим. А какие-то любимые места в Гданьске есть? Ну, это скорее места на природе. Ну, вот, да, природе. да. Мое такое место силы, что ли, можно сказать, это, наверное, Рово. Я прям обожаю этот вайб местный. Там какая-то особенная атмосфера, ну, лично для меня. И вот это сочетание, что там можно и погулять, какая-то вот и клифф, и море, это прекрасно. И вообще, ну, вот очень это место мне нравится. Когда-то я мечтала жить на море, но не мечтала, что это произойдет именно таким образом. Но... Да, наверное, все мы мечтали жить на море. Так что мечтайте детальнее. Да, все мы это здесь точно. оказались. Настя мечтала жить в Геленджике. Оказалось, на море. Да. Но мне кажется, она не проиграла. Нет, она не проиграла. И расскажи еще какие-то моменты для переезжающих. Может быть, какие бы ты дала советы себе, пройдя уже этот путь, или тем, кто только собирается переезжать? Знаешь, мне, наверное, тяжеловато давать советы, потому что если бы я была таким человеком, который там на чаше весов взвешивал, долго к этому шел, ну, скажем так, я просто оказалась в этой ситуации и такая, ну, пусть будет так. Ну, вот так и Да. классно, ну, в смысле не то, что классно, а в том плане, что ты вообще не собиралась, ты здесь сидишь, у тебя вроде как все устаканилось, все нормально, и вот что ты можешь сказать? Конечно, сейчас, да, но были, скажем так, разные периоды, это как бы понятно. Депрессии были? Мне кажется, я была где-то в около этом периоде. Кстати говоря, это произошло уже после, наверное, года здесь пребывания. Как раз-таки, когда вот мы, так сказать, закрыли свои базовые потребности, немножко смогли выдохнуть, и какое-то пришло вот... Я не могла найти ответа «зачем?», что дальше. То есть какое-то вот такое обесценивание всего, что произошло. Как-то вот, ну, это получилось, то получилось, да, есть там. И как-то вот не было ценности. И что меня вывело из этого состояния? Наверное, опять же, пилатес, конечно же. И какой-то такой вот событийный ряд, это как раз был конец года, мы собрались вот с девочками, мы не только и занимались, иногда выходим не то чтобы в свет, в бане, в сауну у моря. И вот в конце года мы решили провести, так сказать, такой посиделочки небольшие, подвести итоги года, и очень было приятно от них услышать, потому что обратная связь всегда очень важна, что эти занятия не только важны для меня, что принесли они девочкам, что это, ну, вот, и это мне было просто как такой, знаешь, вот вернуло меня к жизни, что все-таки я там, где должна быть, и все будет хорошо. Ну и второй момент, как ни странно, это фотосессия. Ну да, это тоже род терапии, потому что я вот как раз-таки пришла на нее, знаешь, из разряда, вот мы договорились, а я в таком разобранном состоянии думаю, ну договорились, как бы, ну надо свои слова держать, ну привет. И как-то без особых ожиданий думаю, ну что из этого получится? А получилось прям вот вау. То есть мне очень понравился результат. Паша, привет. Вот, и как бы, скажем так, настолько у него получилось заглянуть глубоко, и так причем мы с ним, так сказать, очень шапочно, так сказать, были знакомы. И да, мне казалось, ну не то, что казалось, я думала, что я не его пассажир в плане вот именно его работ, но он меня так очень быстро переубедил, и вот результат как-то позволил мне вот такое новое, дал какое-то новое вот вдохновение, что ли, дальше работать. И сейчас я переживаю, жду родителей в гости, они где-то сейчас на границе. Нет, едут, да. Первое время приезжал только мой отец, у него только была виза. Первое время тоже нам безумно помог, потому что я не знаю, что было бы как бы вот без них, потому что многие какие-то бумажные вопросы, ну понятно, что переехав не подготовившись, это готовьтесь, доктор, переехать именно в плане документов.
Вот он нам, конечно, очень помог, да, очень поддержал в этом плане, потому что из состояния такого растерянности мы снова по чуть-чуть вышли на какую-то подушку безопасности, что ли, потому что, да, и какие-то даже милые вещички из дома, вот какие-то маленькие, они дают уют, какое-то ощущение дома здесь, да, то есть для меня это, я так понимаю, что очень важно. Сильно скучаешь? Друзьям, но скучаю, конечно, скучаю. А по Гродно? Ты знаешь, я поняла, что как бы я пока не могу даже смотреть. То есть, когда мне первое время там присылали фотографии, типа я прохожу мимо твоего дома, я просто попросила всех, не надо. Это болит, это больно. И как бы нет. Вот. Но Настя мне присылала фотографию с центра. Настя. Возможно, когда-то это изменится, я надеюсь. Но просто говорю, пока ты как такой все-таки вырванный прям с корнем, это ощущение все равно где-то внутри тебя живет. И как бы с этим надо, наверное, мириться и понимать, что это, это нормально, да, это может быть, и там тоска, печаль, все может быть. Просто в этом желательно не застревать. Ну да, все мы через это проходили, да, здесь? Ну да, главный, наверное, совет. Как мне кажется, есть такое главное правило касательно даже занятий, любого дела в своей жизни, переезда, объяснить для себя, зачем ты это делаешь. И не просто один раз ответив, а прямо вот исследовав такую цепочку. Зачем, то есть добраться до глубины своих, скажем так, желаний, чтобы понять, что они твои и они истинные. И тогда вот это зачем, когда есть зачем, выдержишь любое как. Поэтому, когда есть большая цель, я думаю, что многие проблемы становятся, не рассматриваешь их не как проблемы, а как ситуации. Просто из них выходишь и выходишь из них лучшим, сильным и уже, не знаю, с богатым опытом. Вообще. Вот. Да, вот такие у меня позитивные, прекрасные герои приходят Спасибо, на что мои меня интервью. пригласила. А я всех приглашаю, кто мне нравится. Я хочу ближе познакомиться. Мне интересно. Интересный способ, честно говоря, знаешь, такой познакомиться. Ну, классный человек, ты сидишь вроде так непринужденно. Я как будто просто общаюсь с тобой, да, но потом посмотря на потом себя. оказывается, что ты звезда Ютуба. Ну да. Также у меня получилось и с Настей. Мы с Настей познакомились на САПе и больше не виделись. И потом она отозвалась на интервью, и наше общение такое уже более плотное началось после интервью, потому что, может быть, мы посмотрели друг на друга. Ну, это вообще такое, глазами, да. Во-первых, это такое так истинное круто. общение, понимаешь, как часто мы общаемся там, отвлекаясь на телефоны, конечно. а тут как бы... Прихожу я вроде, обычный человек, прихожу с этой камерой, а все там что-то так дрожат, трясутся. Так, да, переживают. Ну, и волнительно, честно говоря, это мой такой первый тоже опыт. Вообще я так думала, что о чем мне таком интересном поведать людям, если мне о чем поведать. Много? Много сказали. Как-то быстро пролетело, честно говоря, так вот. Время со мной летит незаметно. Да, незаметно. В общем, хочу сказать огромное тебе спасибо за эту встречу, за такую искреннюю беседу. Я думаю, мои зрители будут в восторге от очередной девушки, такой искренней, классной из Беларуси. Вот, надеюсь, вам было интересно, полезно. Спасибо большое. Я тоже надеюсь. Да, всем спасибо. Будьте здоровы, И до новых берегите встреч. себя. Пока. Пока-пока. Готова ли ты потратить минуту своей жизни, чтобы просто оценить свое дыхание? Готова? Давай. Я пока расскажу тебе условия. Мне понадобится секундомер. Страшновато Вот, стало. главное, чтобы тебе не было страшновато. Тебе надо будет сделать вдох. Ну, пока ты просто дышишь обычным образом, сделать вдох, сделать выдох, потом сделать еще раз вдох, сделать выдох и задержаться. И просто продержаться только такое время, пока тебе очень не захочется сделать вдох. Можешь предварительно немножко выровняться, почувствовать, подышать несколько, сделать дыхательных циклов, так сказать, в своем темпе, настроиться. Можешь проделать это и после. Сейчас я пытаюсь. Можешь проделать, это после нашей записи, в более спокойной атмосфере, сравнить 2-3 подхода, то есть, чтобы это было такое среднее, взвешенное значение. Ну что, если ты готова, делай вдох, выдох, я тебя, так сказать, провожу в это состояние, еще раз вдох, еще раз выдох и задержи дыхание. Есть? И то количество секунд, которые ты продержишься, покажет состояние твоей дыхательной системы. Конечно, чуть-чуть совсем, да. Но опять же, если вы находитесь, состояние число от 10 секунд до 20 показывает, что вы находитесь, скорее всего, в состоянии стресса, и желательно обратиться к врачу и проверить, скажем так, все состояние. Начинать. Меньше 10 секунд. У тебя 19, да. 19? Да. Ладно, я пока продержалась. Ты еще, скажем так, да. Попробуй сделать это самостоятельно, не на камеру, потому что, понимаю, все равно такой стрессовый фактор присутствует. Сейчас у нас тут немножко
И еще раз расскажу, что значит, значение до 20 секунд, скажем так, это сигнал о том, что необходимо обратиться к врачу, что вы находитесь, скорее всего, в таком состоянии стресса, и высокоинтенсивные тренировки вам сейчас совсем пойдут не на пользу. То есть, если вдруг вы занимаетесь, скажем так, такими активными видами спорта, поставьте их на паузу и займитесь своим здоровьем. Если значение от 20 секунд до 40, значит, не все так плохо, как говорится, да, то есть как раз я думаю, что это в районе этого и будет, потом в спокойной атмосфере, но заниматься дыханием, конечно же, нужно. Вот, то есть но можно, так сказать, продолжать свою жизнь и просто обращать на это внимание, потому что мы, скажем так, мы осуществляем порядка 20-22 тысяч дыхательных циклов в сутки. Если это делать, скажем так, гармонично, согласованно с грудно-брюшной и тазовой диафрагмой, это будет прекрасный такой самомассаж для внутренних органов, и от этого все пойдет, и осанка, и ваше самочувствие тоже очень важно. Ну и последнее значение, я, как всегда, пошла в дебри, больше 45 секунд, значит, у вас все прекрасно. У тебя больше 45, да? У меня где-то 44-45, да, как, опять же, учитывая фактор стресса, да.